что за стыд, что за срань, как мне теперь ездить в этой сраной ешке после этого божественного ЦЛСа? Зон подсветок всего одна, цвет можно выбрать только один и еще 63 других цвета. Ну нихуя не разные, сверху и снизу вентиляторов нету, сраные полоски, они не подсвечены, нихуя. Как мне теперь ездить в этом, ебаный Путин, ебаные воры всю Россию разворовали, у меня нет денег на сраный ЦЛС, я должен ездить вот в этом вот, Вот это он мощный! Давай к тебе заеду, кофе нальешь? Леша всегда кофе нальет. Два, хорошо, договорились. Нужно покрывать керамикой автомобиль, обязательно. Защищает от всех реагентов. Скажи, я гений рекламы, да? Замаскировать рекламу Ceramic Technology под рекламу Мерседеса, под просто обзор. Представляешь, какая логическая цепочка? На самом деле это все было, чтобы Леши ехали, мылись правильной химией. Все, посидел, вылезай. Да, спасибо. Всем привет, это канал OutSound. У нас сегодня необычный обзор. Один из необычных обзоров, так скажем, это автообзор. Я их снимаю крайне редко. Или про свою машину, или про машину друзей, или про какую-то очень интересную лично мне машину, ну или широкой публике. И в данном случае у нас совершенно новый Mercedes CLS в кузове C257, который пришел на смену тому самому банану, прозвали его за неоднозначную форму кузова. Это купе, но четырехдверное. Очень много сразу экспертных мнений было по этому автомобилю после его выхода. Самые основные мнения и от диванных экспертов, и от опытных диванных экспертов звучали примерно так. У него некрасивая задница, это та же ешка, но дороже. И очень странный новый дизайн у Mercedes-Benz. Я постараюсь вот свои впечатления об этом рассказать. Прежде всего, почему этот обзор стал реальным, как и предыдущие обзоры у нас GLS 63-го, E400. Надо сказать спасибо Стасу Юношеву, сотруднику компании Ключавто, и, конечно же, Аверину Александру, директору Mercedes-Benz Ключавто в Ростове-на-Дону, которые сделали возможным такие тест-драйвы длительные. То есть я получил автомобиль не просто в пользование на 1-2 часа с менеджером, а мне его отдают как мой личный. Я сегодня буду на нем ездить, делиться с вами впечатлениями. И я вас уверяю, что это будет, наверное, самое объективное мнение, одно из самых объективных мнений из всех обзоров, которые вы можете увидеть. В основном потому, что все обзоры, которые до этого видели других обзорщиков, это были, как правило, на какой-то выставке после презентации. Люди посидели сзади, потроллили, что там низкий потолок, или там потроллили спорный дизайн сзади. Я же буду смотреть на этот автомобиль как на такого некого собрата Ешки, и как владелец Е-класса, я вас уверяю, мнение будет супер объективным. Начнем с внешнего вида. У нас есть уникальная возможность сравнить с Е-классом, который хоть и является в данном случае представителем, так скажем, не устаревшего, не старого, предыдущего дизайна. Mercedes сейчас, для понимания, забегая вперед, будет переходить именно на вот такой дизайн с более острыми формами, с отсутствием силовых ребер, с более агрессивной решеткой радиатора. Начнем спереди. Здесь вы можете видеть, что нижнюю часть бампера они оставили практически без изменений, добавили юбку и добавили вот такой проход воздуха по краям бампера, который то ли призван сделать диски чище, то ли лучше охлаждать тормоза, я не знаю, но у нас теперь здесь воздух проходит сквозь бампер и обдувает прямо с левой, с правой части колесо. Новый дизайн фар.
который больше похожий на акулий плавник, более дерзкий взгляд, более выразительные формы. И в версии AMG 53 это выглядит просто нереально круто. На данный момент AMG 53 версии доступен уже к заказу, 63 будет анонсирован позже. И всего на данный момент представлено 4 версии автомобиля, 2 дизельных мотора, 2 бензиновых. Версии CLS 350 и CLS 400 дизельные, и CLS 450 и 53 бензиновые соответственно. Версий ниже 350 не будет. Это 3-литровый рядный, надо обратить внимание. Это новинка для Mercedes-Benz. До этого это были V-образные шестерки. Сейчас это 6 в ряд с турбонаддувом. И мощность заявлена для России именно 249 лошадиных сил. Фактическая мощность мотора и потенциально, естественно, кратно больше. То есть расшивать этот мотор можно и расшивать, и расшивать. Сегодня мы на нем покатаемся и даже, может быть, сделаем небольшой эксперимент. Сравним полноприводный 3-литровый турбодизель в стоке с моей шитой Е200. Вид сбоку, напишите сами в комментариях, остался ли он бананом. Я напомню, предыдущее поколение называли бананом именно за вот неоднозначную форму сбоку. Место, сразу отвечая на ваш вопрос, сзади здесь действительно чуть меньше, чем в Ешке, но не по ширине, не по пространству для ног, а именно раньше начинает падать крыша. Из-за этого, вот вчера мы сажали человека 1,95 м, немножечко спустившись, ему было абсолютно комфортно. Но если кто-то захочет прям ровно-ровно сесть, задницу пододвинуть к спинке сиденья, то, скорее всего, он упрется в потолок головой. Давайте перейдем к тому, чего вы все ждете. Мне даже кто-то написал, когда я в Инстаграм выкладывал фото: а чё ж ты его сзади не сфотографировал? Очень спорный дизайн задней части, это действительно так. И это зависит от цвета автомобиля, от обвеса. То есть в версии AMG совершенно другой вид. Зависит от точки зрения, но это, наверное, вот дизайнеры Мерседеса сейчас всем говорят. Если вы посмотрите вот так, то это на самом деле красиво. Это дизайн, к которому надо привыкнуть, скорее всего. Но действительно, давайте посмотрим. Часы появились на руке, многие из вас заметили. Мне часто говорят, почему ты делаешь обзоры таких крутых тачек, одеты, мягко скажем, как распиздяй. Поэтому я в этом обзоре взял с собой часы, но забыл их, к сожалению, одеть. Итак, задница, она действительно, я скажу свое мнение. Я бы сделал фонари больше или соединил их, или сделал бы еще что-нибудь, но вот только не такие вот маленькие узкие глазки. Но я не дизайнер Mercedes-Benz, и у них свой взгляд на вещи. Они сейчас начнут все Мерседесы делать в подобном дизайне, и я вас уверяю, через год, а может быть и раньше, начнут говорить, почему вот раньше были такие некрасивые, невыразительные вот эти капли, а теперь вот такие вот красивые, хищный прищур. Вот поверьте мне на слово, я уже не первый спорный дизайн встречаю, люди переобуваются. Это мода. К счастью, это не такая мода, как вот нам всякие советуют, так скажем, не совсем гетеросексуальные модельеры, да, когда вам говорят, заправлять надо джинсы в ботинки, вы начинаете это делать через какое-то время, или подвороты делать. Вот здесь гораздо проще, здесь не очень агрессивный зад, прямо скажем. Потому что у нас слева от фары остается очень много места, между фарами остается много места, фары сами маленькие. И я вам покажу сейчас, как смотреть на этот дизайн, чтобы вам понравилось. Подойди, пожалуйста, вот сюда прямо и приблизься немножко. Сразу у нас машина преображается. Именно так дизайнеры Mercedes ее видели. И вот, на мой взгляд, то, что они не доработали, что люди будут смотреть на нее немножечко так с полубоком. Вот отсюда, конечно, у нас картина немножечко меняется, и машина становится какой-то такой более грустной. То, что видел на видео, на фото, это выглядело совсем печально. Вживую это выглядит круто. Поблагодарил несколько раз Ключ Авто, но здесь надо их немножечко поругать. Они дали мне машину с наклейками. Если бы она была без наклеек, конечно, ребята, автомобиль смотрится очень дерзко, очень свежо. И на него оборачиваются, на него люди смотрят. Обратите внимание, что автомобиль у нас в Night-пакете. У нас черная окантовка стекол, к ней я чуть позже подойду. Черные глянцевые диски, черная юбка на бампере заднем, черные зеркала. И выглядит это классно. Не знаю, насколько это будет практично. Я думаю, что их попескоструить, надо их бронировать, конечно, сразу. Очень много черного спереди. Моя нелюбимая решетка с бриллиантами. Много людей ее любят, много не любят. Мне она не нравится. Есть такая же версия с черными бриллиантами, она поприятней. Но по мне так самый лучший вариант — старая добрая обычная рабица. Побрутальней, попроще, постильней. Это, конечно, модно, молодежно. Ну вот лично мне эти бриллианты не заходят. Давайте подойдем теперь к окантовке стекол черной. Для меня загадка, почему это происходит. Вы видите вот какое-то окисление
на вот этом вот шикарном черном глянце. И мы сейчас поедем к моему хорошему другу Леше в Ceramic Technology. Он ответит на этот вопрос и, может быть, даже уберет сразу это. Я ему позвонил по телефону, он сказал: знаю про такую вещь, приезжай, расскажу, уберем. Давайте заглянем внутрь. Хоть ничего мы там очень нового не увидим. Кроме, наверное, вот когда мы открываем дверь, мы сразу видим отсутствие рамок на дверях. То же самое у нас с задними дверьми. И внутри мы видим Ешку. Просто Ешку с новым рулем, с воздуховодами, такими же, как на E-класс купе, и с новыми сетками аудиосистемы. Обратите внимание, что зеркала встроены в дверь, как на купе. На обычном E-классе они встроены в уголки. Далее мы видим не самый удачный выбор дерева. Кто-то назовет его дедушкой, но действительно консервативно и гораздо интереснее есть цветовые решения. Я вам покажу, у нас еще два CLS здесь есть, и там салон интересней. Это у нас версия для тест-драйва, я вам покажу, какие пришли на продажу. Багажник, ничего необычного, вот интересная вещь, что номер убрали на бампер, то есть крышка, закрываясь, не хлопает этим номером. Открывание багажника делается нажатием на звезду. Доводчик багажника у нас здесь стоит. И в этой же звезде у нас, насколько я понял, прячется камера. Ну и еще одна интересная дизайнерская особенность сзади. Крыша, заднее стекло и крышка багажника практически в одной плоскости находятся. То есть крыша начинает падать в стекло, стекло в крышку багажника. Это очень круто смотрится. Очень стремительный, обтекаемый силуэт из-за этого получается у автомобиля. Давайте посвятим 10 минут своим ощущениям. За 9 приемов вы ознакомитесь с техникой, которая поможет вам быть в хорошей форме при вождении и в повседневной жизни. За свои действия во время тренинга отвечаете только вы. Я помогу вам расслабиться, но если вдруг произойдет ДТП, вы сами виноваты. Целая система тренингов уже записана в память. Есть такая функция, как Energizing. Это что-то вроде профилей, предустановок, которые меняют атмосферу в автомобиле полностью. Свет, звук и даже запах, если у нас стоит, да? Давай покажем. Но там нету модуля самого, да, по-моему. Вот, у нас здесь стоит ароматизация салона. Автомобиль сам по заявке на 4 сантиметра шире, но я не думаю, что из этого шире салон. Однако вот какое-то ощущение, что я еду в автомобиле больше. Скорее всего, это просто эффект какой-то плацебо. Я управляю автомобилем гораздо мощнее, чем мой. Он вытягивает хорошо с низов. И вот сейчас я попробовал стрельнуть. Машина сейчас не обкатанная, мы едем вдвоем. У нас включен кондиционер, она не должна ехать сейчас на все деньги, как говорится. Естественно, тут дикий потенциал, тут можно шить, я не знаю, до скольки, до 350 точно, да, можно где-то раскрутить. Но версия 400 выдает 340 с завода. Ну и, конечно, динамика снизов, у нас подрыв идет сумасшедший, у нас 3-литровый турбодизель. И я понимаю прекрасно, с пробегом 200 километров машина совершенно не должна ехать еще так, как она должна ехать, но даже сейчас ощущается такой вот какой-то дикий норов у автомобиля. Слышь, а такого она раньше не делала. Она прям на задней ось сейчас встала. Очень приятно едет. И очень тихо. Я не думал, что дизель будет так работать. Я совершенно не слышу дизель. Я слышу выхлоп. Причем я его слышу спереди. Именно начало работы выхлопной системы. Сзади у меня полная тишина. Раз, два, три. Быстрее. Да, все. Вот она, табуретка. Смотри, нас обгоняет. Он давно тебя подпирал. Да, он долго ждал. Блин, там 3 цилиндра. Ты представляешь, как они сейчас молотили? но не сильно. Интересно со старта теперь посмотреть. И вот на 100... Нет. Да, вот на 120 я пошел вперед. Вот 120 и машина начинает уходить. Хотя не уверенно.
пошел вперед опять. До 120 и 200 чуть-чуть быстрее. Саш, ну выглядит она, конечно, вот если в динамике причислите сзади, просто бешено. Смотрится сама тачка, ты имеешь в виду? Пуля, ЦЛС выглядит просто пулей летящей. Волк, поставили, это чтобы волк обзор был? чистый, И ты Леша починаешь. Агаджанян, это Ceramic Technology. Он стесняется. Я ему сразу привез машину, говорю, надо залечить, потому что это не дело. И пару вопросов сразу задать. Если что мы это? руль поменяем, Стас заметит это? Или это на камеру нельзя было делать? Это армянский подход, сразу говорит, давайте руль перекинем. Вот можно еще сюда парприз перекинуть. Дай ключик. Взял машину на день, приеду с парпризом от 212-го. Вот прикол будет, да? Ты скажи лучше про вот эту штуку, что с ней делать и Мне что очень не нравится. делать. Вот эту штуку надо мыть без щелочной химии, бережно. Тогда не будет никаких таких вот реакций. Вы моете от химии, что так не будет? Да, у нас мойка бережная. Ты же понимаешь, да, Да. меня в рекламе сейчас Да, обвинят? низкая щелочная. 1300 у меня стоит. 1300 уже? Да. Так, оттерлась это быстро и надолго ли это хватит? До Потому что первой некачественной мойки. у нас следственный эксперимент. Смотри, я ее пока монтировать буду, она будет стоять у Стаса, ее еще, наверное, пару раз помоют. И мы посмотрим, зацветет она или нет после этого еще. Да. Ну, должен я вам сказать, к вечеру что-то она прям раскаталась. Сразу с низов подрывает. Очень приятно. Блин, и вот по сути вроде бы то же самое, но нет. Тяжелее автомобиль ощущается, звук другой, динамика другая. И не сказать, что намного быстрее машина, но вот низа она вывозит. Ну и подсветочка, конечно. Когда чуть-чуть темнеет, автомобиль становится отличим от Ешки сильно. Не знаю, как насчет Е-купе. Подсвеченные воздуховоды дают немного другую визуализацию, чем в Ешке. Может немного вычурно, но тут можно сделать это попроще. Сейчас стоит анимация. Неровности машина вот сейчас у нас довольно сильные. Просто проглатывает и лучше, чем в Ешке, но это очень субъективно, потому что, во-первых, здесь подвеска новее моей на 2 года и профиль выше, поэтому объективно сравнить я не могу. Тут еще и пневмо стоит. Ну и подходит к концу наш съемочный день. В очередной раз у некоторых в голове крутится вопрос, сколько мне заплатили за обзор. Я получил удовольствие, поездив на этом автомобиле, и это чистая правда. И вот это, наверное, моя оплата и есть. Очень хорошо, когда есть такой дилер, который может выделить машину на тест-драйв на целый день. Я когда узнал, что ЦЛС скоро приходит, естественно, Стаса попросил выбить мне его на такой тест-драйв. Он этой идеей вдохновился. И основной его идеей было, что обзор сделает, ну это не простой типовой обзор автомобиля будет, а именно обзор глазами владельца Е-класса. Сказать, что меня автомобиль удивил, я не могу. После Ешки уже трудно таким автомобилем удивить. Лучше ли он? Да, он лучше. Стоит ли он этих денег? Я бы купил лучше Ешку. Ну, это, наверное, немножечко для другой категории людей. Вот этот автомобиль, как минимум, людей побогаче. Для тех людей, которые хотят быть в тренде, да, это новый дизайн. Первый автомобиль Mercedes в их новом дизайне. Те, кто писал про провал в дизайне, ну, это чистая неправда. Да, он спорный. Да, ожидали от Mercedes большего, я лично тоже ожидал. Но это выглядит очень круто. На дороге он смотрится просто нереально круто. Спереди, сбоку, зад спорный, но не знаю, я многим людям показал, они сказали, мне очень нравится. Внутри у нас Ешка, да, появилась подсветка в воздуховодах, у нас воздуховоды сами стали как в купе, у нас рамки исчезли с дверей, и по сути все. То есть, если подводить итог, автомобили для той категории людей, которые хотят Е-класс, но хотят что-то чуть больше, чуть лучше, с другими ощущениями, с другими звуками, и которые вот хотят выделиться, и у которых, естественно, на это есть деньги. Еще раз спасибо большое компании Ключ Авто, Стасу Юношеву, Александру Аверину. Я надеюсь, это не последний автомобиль, который мне дают на тест-драйв, на такой личный. Я все у них выпрашиваю S-класс купе, вот уж на чем я очень хочу поездить. Надеюсь, обзор вам понравился. Ставьте лайки обязательно, пишите ваши комментарии, что сказал неправильно, что-то дополнить, делитесь этим видео.
видео. Если не подписаны, подписывайтесь. Если подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Стаса, Инстаграм я оставлю в описании под видео. Если кому-то будет интересно, он из этого центра частенько выкладывает машины, там какие-то новости, что происходит в Mercedes-Benz в целом, в AMG и Maybach в частности. Длительное какое-то у нас прощание, не хочется уезжать. Все, всем пока, живите громко. Ощутите напряжение в ладони и предплечье. Ага, вот это вот немцы на чистом русскому и армянину рассказывают, как расслабляться в машине. Только что видео надо в движении разблокировать и на Снова расслабьте кулак. и на 200, да, вот этим заниматься анонизмом. Блядь, кулак расслабьте, напрягите.